Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, у нас все без изменений. Раннее утро, выходной день, и вы только посмотрите, на какую мы красоту приехали. Вот такие вот пальмы, как вы видите, все в снегу, хотя и даже и намека не было на снег. Всю неделю была плюсовая температура, и вот вчера уже после обеда начало подсыпать, а так как ночью был минус, и что не свойственно для Германии, снежок не успел растаять. Поэтому мы приехали вот в такую чудесную зимушку, друзья. Приехали мы сюда неспроста. Я здесь был приблизительно где-то 2 недели назад на разведке. Посмотрите, побережье большое. Походил, погулял. Находочки были, ходячки. Также удалось найти женскую сережку. Одно ювелирное изделие. Поэтому я решил, что все-таки надо сюда вернуться. Именно на подводный поиск, попытать свою удачу. И, конечно же, второй критерий, немаловажный для меня был, так как мне очень понравилась прозрачность в этом водоеме. Сейчас мы подходим, друзья, и я вам покажу. Посмотрите, я уже отсюда вижу, что водичка очень прозрачная. Просто посмотрите, слеза ребенка, друзья. Бух! Я не знаю, как там будет поглубже, но, по-моему, и поглубже неплохо. Сегодня мы будем использовать подводную систему для погружения NEMA от фирмы Blue 3. Поэтому, друзья, не затягиваем, идем в машину, берем снаряжение и будем подготавливаться к подводному поиску. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к нашему подводному погружению, подводному приключению. Посмотрим, какие сокровища таятся на дне этого озера. Мне удачи. Погнали. Температура. Смотрите. Температура воды, друзья, 4. О, да, видно. 4 градуса. Сегодня очень холодно. Но мне удачи. Погнали. Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется NEMA от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. Обычно я начинаю поиск с края участка побережья и двигаюсь последовательно, чтобы ничего не пропустить. Но сегодня я слегка переборщил, и мне пришлось пробираться через небольшой участок сквозь густые водоросли до ровного дна, где меня уже поджидал небольшой, но красивый рак. И первая находка сегодняшнего погружения, к сожалению, одна из самых частых в принципе, и это пивная пробка. Да, друзья, пивных пробок и прочего мусора в этом водоеме, к сожалению, немало. Но примерно через 15-20 минут мне попадается первая находка в виде брелка с изображением футбольного мяча.
На этот раз попадается небольшой, но довольно-таки красивый крестик. К сожалению, бижутерия. Да, друзья, пробки это, конечно, неприятно, но если постараться и проверять практически каждый сигнал, среди множества мусора можно найти что-то интересненькое. И следующая находка меня порадовала. Это маленький и очень красивый женский серебряный браслет на руку 925 пробы. Первое серебро есть. Зачет, друзья! Никогда не знаешь, что найдешь на дне озера. И следующая находка оказалась очень необычной. Значок в виде грустного смайлика. Надеюсь, его грусть не скажется на моем дальнейшем поиске. Следующая находка, первая за сегодня, серебряное кольцо с изображением 3 бегущих лошадей, 925 проба. На этот раз попадается красивое женское кольцо, но, к сожалению, бижутерия.
Следующая находка снова порадовала, и нам попадается серебряная подвеска с награвированными надписями. С одной стороны Юрген, а с обратной Gott schütze dich, что в переводе с немецкого звучит как «Бог бережет тебя». 925-я проба. А вслед за серебром попадается обычная здоровенная гайка. И это обратная сторона медали. Для тех, кто думает, что купив металлоискатель сразу набьет карманы драгоценностями, наглядный хороший пример. Основная часть находок, к сожалению, это мусор. Следующая находка в виде ювелирного изделия – красивый крестик с Иисусом. К сожалению, бижутерия. Сегодня удача на нашей стороне, и нам попадается второе серебряное кольцо с изображением морских волн. 925-я проба. Зачет. Следующую находку обнаружил прямо глазами. И это солнцезащитные очки. Очки как будто бы вообще новые. Может, это 3D очки? Все, пошел дальше. На этот раз попадается маленькая, очень красивая женская серьга в виде бабочки с блестящим камушком по центру. К сожалению, бижутерия. Во время обнаружения следующей находки я испытал кучу адреналина. Попадается огромный красивый крест, и изначально я подумал, что это серебро. Но рассмотрев его повнимательней, понял, что, к сожалению, это нержавеющая сталь. Но находка все равно очень приятная.
И как я уже говорил ранее, никогда не знаешь, что ждет тебя на дне озера. И на этот раз попадаются ключи от автомобиля марки Fiat. Прикинь, смотри, нахожу вот такой вот крест, только что, вот такой здоровенный крест. И сразу же, да, ключи от Фиата, тебе ключи от автомобиля. А машина где? Все, пошел дальше. Озеро не переставало радовать своими сокровищами. И на этот раз попадается маленькая серебряная подвеска 925 пробы с награвированной надписью «Ich liebe dich», что в переводе с немецкого звучит как «Я люблю тебя». Зачет. Следующая находка залегла чуть глубже обычного, и при ее извлечении мне пришлось воспользоваться подводным ножом. А я, пользуясь случаем, хочу напомнить всем начинающим. Друзья, никогда не забывайте брать с собой нож для дайвинга. Это одно из базовых правил. Он не просто помогает вам справиться с подводными задачами, но однажды он может спасти вам жизнь. Попадается какой-то непонятный, очень тяжелый кусочек железа. На этот раз попадается ювелирное украшение, похожее на подвеску или женскую серьгу. К сожалению, бижутерия.
Следующую находку обнаружил чуть глубже, где начинаются водоросли. И это мужское кольцо с изображением Nike значка. К сожалению, бижутерия выполнена из нержавеющей стали. Решил вернуться и проверить там же в водорослях. Снова сигнал. И я был очень приятно удивлен второму кольцу подряд. И на этот раз с изображением цветка, но снова бижутерия. Заключительная находка нашего поиска – маленькая серебряная сережка 925 пробы с большим блестящим камушком по центру. Отличное завершение сегодняшнего погружения. Пора всплывать. Ну что, друзья, я считаю, что хватит. Очень устал. Очень устал. Ну что, по традиции, хабарница полная. Крест какой-то непонятный. Сейчас выходим на берег. Переодеваюсь, попью горяченького чая. Разложим все красиво, уже покажем, что нашли. Все, погнали. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, докайфовались, часа 3-3,5, хотя по ощущениям мне казалось намного больше. Что могу сказать по находкам? Озеро битое, друзья, но если чуть-чуть поглубже опускаться, некие находки были. Сейчас мы вам покажем, что мне удалось найти. Вот так вот мы красивенько здесь под крышу все разложили. Так, смотрите, ну, довольно-таки много. В основном, конечно же, одна бижутерия, но начинаем по традиции с драгматериала. Вот это вот все серебро, друзья, посмотрите. Вот такое вот кольцо. Я не знаю, тут или собачки, не, кони, наверное, лошади. О, как раз сейчас год лошади, очень символично. Второе вот такое серебряное колечко, волны, друзья, вот такие, тоже серебро, надо будет чистить все. Потом подвесочка вот такая. Ich liebe dich. Я люблю тебя. По-немецки. А с этой стороны ничего. Дальше вот такая подвесочка тоже. Тут вот ничего, хотя какая-то, по-моему, вон проглядывается. Да, посмотрите. Юрген, друзья. Вон написано Юрген. А с этой стороны... Ох, смотри, а я не заметил. С этой стороны что-то есть. Опа, упал. Так, сейчас посмотрим. Что там такое? Я не вижу. Что-то написано, друзья. Почистим фотографии. Ну, наверное, вы уже видели, когда подводное видео смотрели. Дальше вот такая вот серебрушка. Это у нас сережка. Тоже серебряная, надо чистить. Насчет вот этой вот цепочки, друзья, я не уверен, поэтому наговаривать не буду. Но мне кажется, что, по-моему, тоже серебряная. Посмотрите, какая вот застежка. Очень опасная, да? Очень легко такая может в воде раскрыться. Собственно, что она и сделала. У какого-то человека раскрылась. Все, по серебру все. 1, 2, 3, 4, 5 и, возможно, 6. Дальше бижутерия, друзья. Вот такое вот колечко с ромашкой. Какое-то красивенькое. Дальше вот это вообще современка. Посмотрите, Nike. Как можно носить кольцо Nike? Я себе не представляю, друзья. Дальше вот такая вот. То ли сережка, то ли что. Без понятия. Еще колечко, вот такое, бижутерия.
Крест здоровенный, посмотрите. Красивый, большой, тяжелый крест. И, к сожалению, не серебро. Хотя, когда попался, я думал, ох, 100% серебро. 3 креста, представляете, было? Потом вот такой вот крестик с Иисусом. Тоже бижутерия. Все в коррозии, как вы уже видите. И вот такой вот крестик. Тоже бижутерия. Медный крестичек. Дальше вот такой вот смайлик, друзья. Грустный. Холодно, наверное, ему. И вот любители футбола оценят. Брелочек вот такой вот с футбольным мячом. Дальше вот такая вот штучка. Ключи от... что тут? Фиат. От машины. Представляете, да? Ну вот как можно идти купаться с ключами? Не понимаю. Все, да, вроде бы все показал. Да, эти показал. Вот очки, но я так подозреваю, что это 3D очки. Видите, какие стекла, как будто бы пластмассовые. Наверное, кто-то с кинотеатра приехал и выкинул. И по ходячкам 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, где-то 14 евро. И всего лишь, друзья, 2 марки. Что говорит о том, что место битое, потому что всего лишь 2 марочки. Что могу сказать? Кайфанул, все равно. Погружался, считай, в зимнюю такую погоду, зимой. Хорошо провели время, немножечко подзамерзли. Все, друзья, будем заканчивать наше сегодняшнее такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видосики. Мы поехали домой греться. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока, друзья! Ba